Привет, я Олеся Медведева, это новый выпуск ясно-понятно блога на канале Страна.ua. Вчера в нашей стране, в Украине, был День украинской письменности, с чем президент Украины Владимир Зеленский, который, кстати, заразился коронавирусом, всех поздравил. Он написал в своей публикации в социальных сетях, как он жалеет, что в школе не в достаточной степени изучал украинский язык, но сейчас он собственно, изучает. А также высказался против буллинга тех людей, которые не говорят на украинском языке, ну и вообще, в принципе, такой был очень позитивный пост. Но это крайне расходится с тем, что мы имеем на данный момент. Я напомню, что ранее был принят закон о тотальной украинизации, и 16 ноября вводятся новые нормы этого закона, согласно которым вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Также, как вы все прекрасно знаете, очень часто возникают у нас языковые скандалы. В этот раз он произошел в городе Днепр. Руководство вуза Днепровская политехника подвело под увольнение одного из самых заслуженных своих профессоров, философа Валерия Громова. Он читал лекцию на русском языке, и это возмутило одну из студенток. После чего она подала официальную жалобу, вуз начал оправдываться, а профессор написал заявление об отставке. И это, заметьте, только начало работы норм закона о тотальной украинизации. Что будет дальше? Я боюсь представить. Но давайте разберемся в этом скандале. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Все подробности у нас в блоге. Широкую огласку этот инцидент с профессором Громовым получил после публикации в Facebook-группе «Батьки СОС» 5 ноября. Хотя все произошло на самом деле еще в 20-х числах октября. Житель Днепра по имени Александр написал, что его дочь учится в Днепровской политехнике, окей. А ее преподаватель с кафедры философии начал читать лекцию на русском. Но студентка с места потребовала от него исполнять закон об образовании, где предписано подавать материал на госязыке. Предмет філософії є специфіка. А можна українською, будь ласка? Ні, я читаю по-русски. Ну так, згідно з законом, можна викладати українською мовою. Якщо вас це не устраиває, пишіть на мене жалобу. Добре. Два языка, одна нация. Один язык. Руина, а не Украина. Что сейчас выглядит? После этих слов студентка вышла из аудитории и пошла к ректору писать жалобу. Когда на следующий день на пару пришла комиссия, чтобы разобраться в этой ситуации, 4 студентов из этой группы выступили в поддержку русского языка. В поддержку украинского выступил только один студент, остальные промолчали. Также все этот же Александр в группе «Батьки СОС» пишет: прошел месяц, а решения еще нет. Единственное известно, что его отстранили от преподавания. Прошу огласки, ведь преподавателю может все сойти с рук. Требуем увольнения. К этому сообщению отец студентки прикрепил фото преподавателя. Позже выяснилось, что жалобу эту написала студентка некая София Лисковская. Ее наперебой начали пиарить СМИ. Но она им радостно раздавала комментарии. Попросила, чтобы он преподавал на украинском языке, на что он сказал мне категорическое «нет, я буду читать лекцию только на русском языке». Затем он начал пропагандировать русский след. Он говорил, что 2 языка одна нация, и что один язык руина, а не Украина, и мы наблюдаем это сейчас. Это было большое возмущение. Я знаю многих людей, которые на войне защищают Украину, и такое высказывание его. Они плюнули в лицо нам, сознательным украинцам. Профессор Валерий Громов, который читал лекцию на русском языке, дал свои комментарии СМИ тоже. Он пояснил, что в Днепровской политехнике читал такие курсы, как
эстетика, античная философия, метафизика, древневосточная философия, немецкая идеалистическая философия, культура Древнего Востока и ценностные компетенции специалиста. Все это время, а в университете я проработал 27 лет, у меня не было проблем с преподаванием материала на русском языке, даже с теми студентами, которые предпочли бы слушать преподавание на украинском языке. Мой украинский язык не настолько безупречен, чтобы столь сложный материал по философии я смог излагать по-украински. Читать философию, даже просто стараясь держаться интеллектуальной стези какого-нибудь великого философа, значит мыслить, напрягаться и понимать, пояснил Громов. Он также отметил, что отстаивает русский язык в стране половина граждан, которой говорит по-русски. А судя по последнему исследованию соцсетей, и того больше. На мой взгляд, хотя я хорошо осведомлен, насколько по-разному думают люди в Украине, было бы гораздо больше ментального благополучия, если бы языковая политика была другой. Моя точка зрения состоит в том, что украинский и русский языки — это наши языки, а не так, что украинский ваш, а русский наш. На культуру независимой Украины могут плодотворно потрудиться все. Нужно только иметь добрую волю в духе универсальных моральных ценностей и идти навстречу друг другу. Людям, сеющим раздоры и вскармливающим межнациональную рознь, кажется, что в их жизни становится больше смысла и даже духовности по причине непримиримых убеждений. Но в 21 веке, после столетий кровавой истории Европы, можно с уверенностью сказать, что это путь в никуда. В конце концов, чему нас учили Будда, Кришна, Христос и Мухаммед? Разве не учили они нас любви? В Днепровской политехнике отреагировали на информацию, которая появилась в СМИ по этому поводу. Там, знаете ли, открестились от своего сотрудника с 27-летним стажем, профессора, и заверили, что это единичный инцидент. У нас все чинно-благородно, гладко, украиномовно. Что касается судьбы профессора, на основании жалобы этой студентки в университете создали комиссию, после чего профессор Громов сам написал заявление об увольнении. В итоге фигурант инцидента подал заявление на увольнение, которое удовлетворили 23 октября. Ответ на жалобу отправлен. Напоминаем, преподаватели и студенты НТУ Днепровская политехника защищали суверенитет Украины в зоне АТО-ООС и активно занимались волонтерством. В университете работает Центр культуры украинского языка имени Гончара, часто проводятся встречи с писателями и тематические мероприятия. Мы имеем четкую позицию, быстро среагировали на инцидент и успели закрыть дело. Вопрос, почему об этом эпизоде вспомнили через месяц, остается открытым, написали на страничке вуза. При этом проректор по учебной работе этого вуза по фамилии Хоменко заверил, что на преподавателя до этого случая никаких жалоб не было. После того, как профессору предложили написать объяснительную в ответ на эту жалобу, тот от объяснения отказался и начал писать заявление на увольнение. Из показаний руководства политехники, знаете, может создаться такое впечатление, что Валерий Громов совершил некий такой взбалмошный поступок и сам бросил заявление на стол. Однако очевидно, что причиной увольнения на самом деле стала позиция вуза, который не защитил своего преподавателя, напомню, с 27-летним стажем, а наоборот, начал нападать на него, давить путем создания комиссии, требуя каких-то объяснительных записок и прочих унизительных для профессорского звания процедур. При этом характерно, что за русский язык из присутствующих студентов, которые выразили свое мнение, было большинство. Но в данном случае, как это в последнее время бывает в Украине, свою позицию продавило как раз меньшинство. Правда, были попытки заступиться и за русский язык. Так проректор Юрий Хоменко заявил, что большинство студентов НТУ Днепровская политехника выходцы из Донбасса. Поэтому часто преподаватели переходят с ними на русский язык, если они просят. При этом все методические материалы у них на украинском. Однако отца студентки Софии Лесковской такой ответ
не устроил. Он что сделал? Предложил русскоязычным студентам переехать в Россию. Я хоть плохо знаю географию, но по карте Украины Донбасс — это наша территория, поэтому почему они решили, что надо идти на уступки? Кому эти уступки нужны? Если бы студенты хотели учиться на русском, они выбрали бы вуз в другой стране, а если для университета эти люди иностранцы, то переводите им лекции на английском, согласно статье 48 Закона Украины о высшем образовании, сообщил отец студентки. Итак, друзья, этот случай с Валерием Громовым показывает, как на практике будут применяться украинизаторские законы. При малейших жалобах националистов, квалифицированных преподавателей, которые разговаривают на русском языке и ведут свои лекции, предметы тоже на русском, будут просто выгонять с работы, невзирая абсолютно на их стаж, заслуги, ученую степень. Это, конечно же, приведет в упадок и без того хромающее украинское образование. В то же время ситуация в Днепровской политехнике ярко демонстрирует, как на местах молчаливо саботируют языковой диктат из центра. И чем больше будет подобных инцидентов, тем выше будет недовольство людей мовной диктатурой, с понятными последствиями для властей, которые эту диктатуру поддерживают. Это, видимо, понимают у Зеленского, который на следующих парламентских выборах может показать очень низкий рейтинг, как и его партия, собственно. И опять-таки очень парадоксально было слышать, как он в своем посте касательно Дня украинской письменности был весь такой толерантный в языковом вопросе, что в очередной раз вызвало диссонанс. Тут он призывает не травить людей за то, какой язык они используют, а здесь, хопа, украинизаторский закон. Не совпадают эти президентские призывы с реальной действительностью, которую в том числе формирует и сам Зеленский. Вопреки всем своим обещаниям, он оставил в силе все украинизаторские нормы, из-за которых началась настоящая травля русскоговорящих украинцев. От кассиров, которым в лицо кидаются неадекватные женщины, которым стоило бы к психиатру обратиться, до профессоров с 27-летним стажем работы. И ни президент, ни его монобольшинство в Раде и палец о палец не ударили для того, чтобы что-то сделать в этом направлении. Хотя бы попробовали бы изменить этот закон о тотальной украинизации, который принуждает наших граждан, не побуждает, а именно принуждает использовать украинский язык во всех сферах своей жизни. В постель еще, правда, не залезли, и на кухню, ну, может, и там скоро увидим мовного омбудсмена. Поэтому вместо того, чтобы писать какие-то проникновенные тексты о недопустимости буллинга по языковому признаку, Зеленскому следовало бы заняться искоренением этого самого буллинга из нашей законодательной базы. Если, конечно, он хочет реально решить этот вопрос, а не просто в очередной раз попиариться на теме языка. Смотрите, какой я свой парень, я и на том, и на этом, и на всех, и давайте за все хорошее против всего плохого. Вот такая вот история, друзья. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях под этим видео. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна.ua. Совсем скоро увидимся. Пока.